Всем большой привет! Вы на канале Маникюр Тема. Сегодня будем делать красивый дизайн ноготочков. И перед этим давайте посмотрим новинку мою. Взяла себе вот такую вот тонкую кисть. Давно хотела себе взять кисть именно с колпачком, так как у меня в основном все кисти без колпачков. За исключением кисточки, которая для полигеля, все остальное идет просто так. И я вам скажу, это очень неудобно, потому что ты постоянно этой кисточкой куда-то тыкаешься, куда-то ее кладешь, куда-то перемещаешь, где-то цепляешься. Поэтому лучше взять вот с колпачком. Но этот вариант меня тоже, скажу, не очень устроил, потому что колпачок как-то неплотно фиксируется и он легко спадает с самой вот этой кисточки. Сама кисть ворс довольно-таки неплохая на первое время, пару раз уже попробовала и сегодня тоже ею буду подводить под кутикулу гель-лак. Чтобы ее хорошо сделать такой мягенькой, либо же если вы хотите почистить эту кисть, любую в общем кисть, ставлю топ на палитру и вот так вот просто протираю, растираю эту кисточку. Обратите внимание, она сразу расправляет свои ворсиночки хорошо и становится более мягкой и пластичной и чистится. Потом просто вытираю о сухую безворсовую салфетку, либо о сухую бумажную салфетку. Следующее, что хотела сказать, еще то, что материалы у нас застывают хорошо в холоде, поэтому у меня вот базы стали вот такие очень мега густые. Обратите на это внимание, если хотите, чтобы они были нормальные, держите их при нормальной температуре, то бишь в тепле. Итак, ну давайте уже приступать к дизайну, к маникюру. Я маникюр уже здесь сделала за кадром. Сегодня не буду останавливаться на маникюре. Подготовила ногтевую пластину и наношу базу. Если кому-то интересно, как подготавливать ногтевую пластину, смотрите предыдущие видео. А сейчас уже наношу камуфлирующую свою любимую базу. Я ее постоянно использую в видео и так вообще повседневно на своих ноготках. Сначала нанесла тонкий слой, потом на кисть с флакона взяла капельку и распределила ее по ноготочку. Дальше этой же кистью тоненькой я поправляю базу у боковых валиков возле кутикулы, переворачиваю ноготочек и подравниваю эту базу. Также повторяю на остальных ноготочках тоненький слой, потом капелька. Капельку распределяю слева направо, так как у меня квадрат, а на квадрате лучше так делать выравнивание. И вот так вот подвожу у боковых валиков, все хорошо выравниваю, поправляю. Продолжаю также точно с переворотом пальчика, чтобы у нас хорошо ровненько распределилась база, чтобы был хороший красивый блик и красивая архитектура. Блик проверяем с помощью круглой настольной лампы. Видим отражение. Если оно ровненькое, значит у нас все отлично. И вот такой моментик, если получился вот такой косячок с пузырьками, когда получились какие-то неровности, не стоит паниковать и что-то там менять и убирать эту базу или что-то там еще. Просто убираем липкий слой, берем пилочку и вот эти вот пузыречки, вот эти махрушечки, которых совсем чуть-чуть, если их там немного, мы берем и обычной пилочкой просто спиливаем и подравниваем это все. Обязательно снова снимаем эту всю пыль, хорошо обезжириваем и можем приступать к покрытию. Для сегодняшнего дизайна я выбрала два цвета, вот такой вот нежно-розовый, хотя при нанесении его на ноготки он становится практически белым, и вот такой вот серый цвет, это уже прям такой цвет под сегодняшнюю пару года, под осень. Ну, прям отлично подходит. Пасмурная такая, без снега, и ветрено, дождливо. В общем, давайте лучше дальше о маникюре. Вот берем вот этот наш лачок и наносим на ноготочки. Я наношу себе на 4 пальчика серый цвет, а на большой пальчик я нанесу вот тот розовенький, который практически в белый становится похож. Наношу первый слой, набираю чуть-чуть на кисть с флакона
флакона лака и распределяю этот лак по ногтевой пластине, максимально пытаясь подойти возле боковых валиков и возле кутикулы настолько, насколько это возможно. Делаю сразу на нескольких ноготках первый слой, так как лак мне это позволяет, он не растекается, и я могу тоненький слой нанести практически сразу на все ногти. Потом просушила первый слой в лампе и нанесла второй слой. И на втором слое я вот этой тоненькой кисточкой уже подвожу под кутикулу и ближе к боковым валикам наш гель-лак. Просушила в лампе наш цветничок, и также сделала я на большом пальчике, только в розовом цвете. И этим розовым цветом я рисую геометрию. Той же тонкой кистью, но хочу сказать, что для вот этой прорисовки можно было бы взять такую же тонкую кисть, но немного покороче, так как линии я рисую не длинные, а какие-то там квадратики. На указательном пальчике я вообще поставлю вот такие капельки и немножко их вытяну. И это вот такой дизайник у меня будет. На мизинчике я зарисую практически весь ноготочек. По чуть-чуть рисую, набрала капельку на кисточку и подвожу. Хотела сначала сделать поменьше, но потом решила сделать все-таки практически на весь ноготь. Вот такой вот квадрат этим розовым лаком. А в свою очередь на большом ноготочке я сделаю просто линию. Просто линию. Дальше от этой линии будем отталкиваться и что-нибудь еще туда добавлять. Все прорисовочки, конечно же, я просушиваю в лампе и снимаю липкий слой. А липкий слой я снимаю для того, чтобы можно было наклеить слайдеры. Вот у меня вот такие слайдеры с AliExpress, лист с надписями. Надо его уже как-то дорасходовать, потому что есть еще один новый. И я хочу сейчас продекорировать свои ноготки с помощью вот этих надписей. Дальше идут популярно вот эти все надписи на ноготках, все везде пестрят они, в Инстаграме, на Ютубе, везде видно, ну, в каких-то таких геометрических, особенно дизайнах, у нас есть та или иная какая-то надпись. И лучше всего, когда это слайдер, это очень быстро и очень удобно, хотя стемпинг я тоже применяю и очень люблю. Вот на мизинчик добавлю вот такие две буквы. Ну, очень круто, мне нравится, уже очень нравится этот дизайн, довольно-таки симпатично и современно. А вот на большой пальчик я добавлю вот этих девушек. Вот этих девушек именно в слайдерах я еще не применяла ни разу. То, что там не хватает каких-то рисунков, это просто какой-то лист слайдера попался, и он зацепляется за предыдущие листы и отклеивает мне рисуночки. Дальше я закрепляю это все, перекрываю матовым топом все ноготочки. И в этот раз я сделаю вот такую фишечку. Сейчас модный, популярный дизайн с помощью фольги. Давно забытая фольга вот этих золотых, серебряных цветах, которая лежит. Вначале была она очень популярна, сейчас она снова стала популярной. Дизайн будет объемный и мега объемный. Для этого я вырезаю небольшой квадратик этой фольги, беру топ, и этот топ уже наношу сверху на матовое покрытие, уже на наши ноготки, ставлю каплю. Чем больше я хочу объем, тем побольше, чем шире этот дизайн, тем больше ставлю каплю. Приложила фольгу не блестящей стороной, отправила в лампу на просушку, просушила и сняла фольгу. Вот такой интересный у нас получился дизайн. Фольга отклеилась, приклеилась к топу, и сверху нужно ее, конечно же, закрепить. Я делаю это топом, но рекомендую все-таки это сделать гелем. И также бока тоже нужно хорошо закрепить, чтобы дизайн хорошо носился. Вот такой результат у нас получился. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите свои комментарии. Ну а на этом у меня сегодня все. Всем пока-пока. До новых встреч.